Опять же, электричка D9M тоже очень сильно в тяге, напряжение снижает. Когда в разгончик хороший только начинаешь разгоняться. Осторожно, двери закрываются. Двойная тяга, два двойных ермака. Раз в полгода делается раскрепление, то есть документ, который прописывает состав локомотивных бригад. Психолог дает список коллег, обычно многие для себя уже сразу определяют, с кем они при любом раскладе работать не хотят. В таблицах там просто красные кресты такие стоят, что этого человека вызывать нельзя, вместе их вызвать нельзя в поездку. Так, справа измечаем, повесь. Понятно, слева измечаем. Ага. Так. Друзья, всем привет! Снова мы с вами оказались в кабине D9M. Сегодня у нас электропоезд 155. Едем мы со Свири на Петрозаводск. Отправляемся с платформы, которая называется Тажиполь. Снова судьба машиниста закинула меня сюда на электричку работать. 15-й скоро идет навстречу. КП-1 289. Понятно, без замечаний, проходной зеленый. Поезд у нас сегодня рабочий, то есть пассажиров у нас нету, только работники РЖД. Ну, в принципе, по большому счету ничего примечательного. Обычная поездка, трудовая. Деревья это все больше и больше желтеют, да? Красивый лес уже становится. Четвертая поездка у меня уже в электричке. Да, четвертая. Ну, вроде как на 99% последняя поездка у меня в электричке. На ближайшее время, естественно. То есть я когда на явке сегодня с утра был, у меня уже нарядчик поставил в известность, что завтра вместо меня уже едет другой человек. Тот, который работает здесь постоянно, ему надо делать контрольно-инструктовскую поездку там, поэтому инструктор принял выгодное для себя решение, скажем так, удобное для него, чтобы завтра уже не я ехал, а другой машинист. Ну а я куда-то опять без графика, неизвестно куда поеду. Время покажет. Здесь что-то карта глючит, кстати, вот как она глючила раньше, когда я работал постоянно, так она и пиликает тут несколько раз. Да, чем медленнее едешь, тем дольше она глючит. Серьезно, да? Быстро пролетаешь, она пик-пик и все. Не замечал. Понятно. Аномалия тут. Клубная аномалия. Да. Видимо так. Аномальная зона. Ну, на самом деле, это корявыми руками просто карту, видимо, прошили. Какие-то там несколько отсечек есть, точек так называемых в электронной карте. Видимо, они рядом все. Ну, и вот она начинает пиликать. Ну. Так, справа замечаний. Появилась у нас на участке электричка D9T. Ну, точнее, не то, что на нашем участке именно, а ее приписали к пункту обслуживания Кейн. Насколько я знаю, зеленый ПКМ. Я надеялся, конечно, что мне фартануло бы. Замечательно. Надеялся, что фартанет, и вдруг она здесь окажется как раз в этот момент. Побывать на ней ни разу не работал именно на D9T, на предыдущей модели, скажем так. То есть D9M это уже более усовершенствованная модель D9T. Завод тоже Кимиховский. Вот та модель
более старая. Но не фартануло. Желтый. Интересно. Входной получается закрыт. Сигнальный знак S. Так, не более 60 последования. Не более 60. Да-да-да. Не более 60. Зеленый. Открыл входной дежурный. Дополнительной обкатки, как нам сказали, на этот электропоезд не надо, МД-9Т. Все, в принципе, там то же самое. Все равно, как бы, хотелось просто посмотреть, интересно. Но вроде как она на нашем участке практически не появляется. По крайней мере, коллеги, которые работают постоянно на электричках у нас здесь в графике, говорят, что ее здесь не бывает. Ходит она в основном тут. На севере ходит она в основном. Не, она как-то, когда год назад или когда появлялась первый раз, она приходила вроде как-то разок. Кто-то из мужиков мне рассказывал. Я вот даже не видел ее. Платформа 342 километр. У нас поезд хоть и рабочий, но мы на всех платформах все равно останавливаемся, что мы по этому расписанию идем. И плюс к тому здесь могут люди выходить, садиться и так далее. Так, по расписанию 30-31, нормально. Никого? Никого, закрываем. Следующая остановка Ладва. Осторожно, двери закрываются. Так, справа порядок на платформе, контроль дверей имеем, давление в порядке, зеленый набили. Стоянка минута. Сюда зеленый, поехали. Двойная тяга. Два двойных хермака. Тащит, скорее всего, поезд повышенного веса и длины, скорее всего. Так, отправились в Зеленчай. Предходной зеленый, кстати, кран во втором 4,6, давление главных 7,0. 4,6. Я еще думаю, смотрю. Во втором. Напряжение в контактной сети 22,5 киловольта, 22,5 тысячи вольт. Обычно оно повыше. Видимо, из-за того, что тяжелый поезд идет. Ну и опять же, электричка D9M тоже очень сильно в тяге. Напряжение снижает, когда вот особенно хороший разгон идет. Порядок, да, без замечаний? Без замечаний, просто гружен, как подвешен. Без замечаний. Когда в разгончик хороший только начинаешь разгоняться, напряжение. Вот я контроллер поставил в 0, было 22,5 тысячи, стало 25,5 практически. Насколько сразу повысилось напряжение, когда я тягу отключил. То есть электричка такой тоже хороший потребитель энергии из контактной сети. Так, Ладва 31, 33, плюс 5, 36, 38, значит. Расписание у нас изменили у этого рабочего поезда, причем на постоянку. И я теперь вынужден по книжке смотреть и прибавлять 5 минут. То есть мы как со Свири отправляемся на 5 минут позже, так и едем до Петрозаводска. На 5 минут позже такое теперь расписание сделали. Да, 36. Нет у меня фиксатора от вот этих дверок, которые к кранам ведут туда. Включение тормозов. Поэтому так болтается тут немного. 2321 на движение к станции. Это грузовичок в Ладве идет. Справа замечательно. На остановку выходной закрыт, неприемлем со станции Ладва, станцию буду отправлять с задержкой. Остановка принимает его дежурная по Ладве, будет стоять. Входной зеленый. Входной зеленый, да. Подача сигнала. Всегда знак S, переезд будет у нас на входе. Вот пока тот поезд удаляется, поэтому сейчас грузовой, который сзади идет, видимо, притормозит. Внимание, переезд. Здесь довольно такой, не то чтобы крутой подъем, но нормальный такой, ощутимый подъем идет со станции Ладва. Видимо, чтобы один поезд другой не догнал. Сзади идущий немножко притормаживает дежурный. Переезд свободен. Свободен переезд. И еще у нас так, по указанию, скажем так, местному,
все грузовые поезда, машинисты грузовых поездов вызывают станцию Ладва и докладывают ей о том, в каком состоянии электровоз, годен он со Свири уезжать без захода в депо или нет. Так обычно принято. Первый свободен, зеленый выходной стоят на расписании. Так, да, первый свободен, выходной с первого вижу зеленый. Расписание снова. Нашего электропоезда сегодня тормоза такие мега мягкие. Тормозной путь больше, чем обычно. Ладва. Следующая остановка Нырки. Ну, естественно, в пределах нормы, но надо заранее тормозить уже, я понял. Да я даже вспоминаю, что в принципе это так было, когда я постоянно работал в электропоездах. Именно эта электричка 155, какие-то тормоза у нее такие помягче, чем у остальных. Бабуля цветов нарвала, да? Да. Так, дальше отправление у нас 38 минут. 38 минут дальше. 36, 3 минуты еще только. Грузовой на обгоне что стоит, или состав бросает, интересно. Он поднимает. А, может и поднимает, да, может вывозная какая-нибудь. Обычно по Ладве здесь грузовые, если останавливаются, то только в основном для обгона. Ну, либо если на юг едут, то если там не принимают дальше, в том числе и Свир бывает, не принимает. Порожняк, да? Ну да, точно. Какие еще новости? Позвонил мне вчера машинист один из графика, который дальнобойный наш, то есть на Кем, на Питер, где я в основном работаю обычно. И говорит, я пытаюсь, говорит, на больничный выйти, меня не хотят отпускать. То есть тупо некому ехать вместо него. Как? По крайней мере, ему так сказали. И спрашивал, где я? Я говорю, так я приехал с ночной, меня точно никак не взять, потому что у нас в этой поездке, куда ему надо было ехать, на Кем, 2 ночи, туда ночь, обратно ночь, соответственно, больше 2 ночей мы не имеем права работать, а у меня уже 1 ночь есть, то есть мне никак не уехать в эту поездку было. Естественно, я ему честно посоветовал, говорю, что если ты заболел, даже не думай, особенно в период сейчас этих всяких коронавирусов, иди на больничный, не твои проблемы разберутся, поезд стоять не будет, найдут бригаду. Ну, сегодня ночью посмотрел, с утра вернее. Он, видимо, на больничный все-таки вышел, уехал, другой машинист вместо него. Нашли человека. Незаменимых у нас нет, как говорят. Ну, так чисто теоретически, если бы я не был бы с ночной, скорее всего, меня бы поставили, наверное. Не знаю, может быть, еще и поставят, посмотрим. Ну, я как бы особенно не рвусь в этот график дальнобойный. Тяжелая все-таки там работа, какой-то отдачи сумасшедшей, какой-то зарплаты там высокой, еще чего-то я особенно не вижу. Открываем, да? Закончено, можно закрывать. Следующая остановка Нырки. Осторожно, двери закрываются. Закрываем. Дверь закрыта, контроль имеется. Порядок, да, давление в порядке, 8046. В клубе зеленый. Стоянка 3 минуты стояла. 30. 48 дальше. Смотрите, боковой путь на остановку. Никого. Ручка во втором. Втором, да, порядок. Давление 4,6. Угу. Без замечаний справа.
Слева Так. замечание отправить. Понятно. Нейтральная ставочка будет сейчас у нас. Правильная ставка. Компрессор только что откачал, в принципе. Нормально. Давления хватает в главных резервуарах. Всем привет, друзья! Хотите смотреть наше новое видео раньше всех? Подписывайтесь на нашу страницу в Boosty. Сотни часов интересного и увлекательного контента из кабины машиниста, снятые за годы моей работы, можно увидеть на полгода раньше, чем зрители YouTube. А подписчики высшего уровня смогут смотреть самые новые видео, а также сотни видео, которые сняты за годы работы нашего проекта. Поддержите наш уникальный проект, все средства пойдут на его развитие. Выбирайте уровень подписки и поехали, ссылка в описании. И да, подписку можно получить бесплатно в подарок, подробности в нашей группе ВКонтакте. И справа без замечаний отправились. Порядок. Порядок, правда. Да, башмаков вроде не видно. Возможно, просто на обгоне. Или, скорее всего, может даже элементарно эта пяжевая сельга не принимает. А, ну значит точно пяжевая сельга не принимает. Он же на вывозе вроде не работает, да? Насколько я знаю. Переезд будет, да. Внимание, нейтральная ставка. Грузовой, который вызывала дежурная, прибывает на остановку, поэтому медленно едет. Переезд свободен. Понял, переезд. 750 тоже такое ощущение, что у него ПВД именно. Так, Правильная ставка, отключаем ток. включаем ток. Включились. Особенность проследования нейтральной ставки с электричкой, то что она у нас длиннее, да, чем обычный электровоз. Поэтому у нас знаки на отключение знак тот же самый, а на включение вот этот знак для электровоза, включить ток на электровозе. И вот у нас там дальше включить ток на электропоезде. Ну, объективно можно включаться чуть пораньше. Хвост огражден, рукав подвешен, ток включаем. Порядок. Включен ток 26 киловольт. Так, 26 киловольт, порядок, все. Пока на зеленом. Зеленый. Забеждения у нас нет до, скажем, серии, да. Объективно у нас электричка, естественно, 4 вагона всего, то есть 2 мотора. Она на самом деле не очень длинная. Эти знаки, включить ток на электропоезде, я думаю, они рассчитаны на 8 вагонку, скорее всего. Чтобы уже точно Помнишь, последний мотор вышел. 8-вагонка ходила, когда надо же было и токоприемники опускать. Ну не здесь, в этом, только не Гозеро Мессинга. Это потом, когда уже опытным путем, изначально выяснили, в смысле, везде надо было отпускать. Везде, да? Везде. Я Потом не работал выяснили, пару-тройку раз кто-то забывал, проскакивал, и опытным путем установили, Понятно. где можно не опускать, а где Да, все-таки опускать надо. А поначалу вообще везде опускали, да? Да, везде надо было опускать. Перекрытие нейтральной ставки боялись. Ну понятно, понятно. А так сейчас даже в местной инструкции прописано четко, что именно вот это не Гозеро Мессинга, нейтральная ставка, при следовании с 8-вагонным поездом опускаете по приему. 8-вагонка последний раз, сколько? Лет 10 назад было. Да больше. Я работаю, ой, блин, с какого года-то я работаю? 2011, по-моему, в электричках. И я даже на 6-вагонке ни разу не ездил. Вот тогда уже чисто 4-вагонки ходили. Сделал проходной. Там-то что-то в лесу-то на машине как-то умудрились заехать туда. Там дорога, получается, значит, есть. Я не знал. А, это наша железнодорожная машина. А, так вон путейцы работают, видимо, их и привезли. Что-то копают, да. Сигналисты, короче. ШЧ — это люди, которые занимаются именно сигнализацией на железной дороге. А как, кстати, расшифровывается ШЧ, не знаешь? Не слышал, да? Я что-то как-то тоже не задумался. ТЧ, понятно, наша тяговая часть. ПЧ — путейская часть, там я не знаю что. ПЧ — энергетика, энергетическая часть. А ШЧ я даже хрен его знаю. Шелетики. Хрен его знаю, да.
Надо будет как-нибудь погулить хоть что ли, не знаю. Чтобы сигнализация работала. Пока до земли. Да. Ну, октябрь месяц, скорее всего, я буду в графике, потому что сейчас я без графика поболтался. Обычно долго меня без графика не держат. Хотя, справедливости ради, в нашей колонии, в нашем подразделении депо есть ребята, которые обкатаны и на Кем, и на Питер, и они бывают раз в 3 месяца только в график попадают. Месяц поработал, 3 месяца без графика болтаешься. Скажем так, ребята молодые, даже не по возрасту, а в первую очередь по стажу работы в пассажирском движении. Обычно их не очень часто ставят в этот график. Ну, чтобы не забывали, время от времени работают. Следом замечание по составу. Это ничего. Мой постоянный помощник Михаил. Михаил, тебе привет, если будешь смотреть. Он уже действующий помощник на электричке, он даже несколько поездок съездил на электричке, помощник, на проходной. То есть, в принципе, если мы дальше с ним продолжим работать, у нас будет бригада тройные универсалы. Мы можем на тепловозе в любой момент уехать, на электровозе и на электропоезде. Для депо, естественно, это выгодно очень. В любой момент нас можно там куда-нибудь, мало ли кто-то заболел опять, еще там что-то. Можно в любой момент вызвать куда угодно. Ну, единственное, что сейчас Михаил на больничном. С другой стороны, не факт, что, конечно, по осеннему раскреплению мы с ним опять останемся вместе. Смотрим, время покажет. Так, ну 47, через пару минут. Раз в полгода у нас, в принципе, не только у нас, это принято на всей сети РЖД, делается так называемое раскрепление, то есть документ, который прописывает состав локомотивных бригад. Обычно это осенью и весной, скажем так, к зимнему, к летнему графику составляется этот документ. Его составляет обычно машинист-инструктор. Я тоже такими вещами занимался, когда инструктором работал. В нем есть, как бы, скажем так, список машинистов. У каждого машиниста есть помощник основной и 3 помощников дополнительных, которые к нему по-любому подходят. По сути, по инструкциям, по всем, по понятиям железнодорожным, именно эти люди должны работать. Но у нас, как обычно, если уж надо, как говорится, и нет других людей, нет других помощников, то машинисту ставят любого другого помощника и поехал. Ничего страшного в этом я, в принципе, тоже не вижу. Понятно, что надо притираться, привыкать, ну, стараемся это делать быстро, как говорится. Зеленый 748. Да. Проходной зеленый. Зеленый. И справа поезд вещей. Понятно. Безусловно, невозможно поставить в одну бригаду машиниста с помощником, которые несовместимы по психологу. То есть мы проходим постоянно психологические обследования, раз в 3 года расширенное психологическое обследование, которое там полдня занимает. О них я рассказывал, в принципе, в одном из видео. И каждые 3 месяца динамический контроль, так называемый, то есть нас просто контролируют, в каком мы состоянии психологическом находимся. Психофизиологическом, конечно же, то есть не только наша психология, а просто даже наша готовность к работе элементарная, скорость реакции там и так далее в таком духе. Ну и плюс на совместимость нас проверяют, то есть какие-то... Следующая остановка Яжево-Вильга. Какие-то мне лично неизвестные критерии психологов, свои там секреты, видимо, какие-то есть. Они их изучают, смотрят, чтобы ни в коем случае 2 психологически несовместимых человека в одной бригаде не работали. Причем не только на постоянное, вот на полугодовое раскрепление, но и даже на одну поездку, в принципе, существует барьер. То есть нарядчик не сможет вызвать помощника машинистом, который по психологу с ним несовместим.
47, 48, примерно где-то так. Тут сейчас видно очень хорошо, что садятся одни гражданские. Вроде как пассажиров официально у нас в поезде нет, но садятся люди. Что, ехать-то надо. В Дырки здесь вообще никакого транспорта не ходит. Абсолютно. Вот только электричка. Пойди, у каждого удостоверение в кармане. Я не сомневаюсь даже. В наши функции, как говорится, не входит проверять, кто там садится. Железнодорожники, инженерожники. Еще не хватало, чтобы мы бегали и проверяли это. Двери закрываются. Для этого специально обученные люди существуют. Так, контроль имеем, давление 6,5, 4,6, зеленый набили, стоянка минута. Поехали. Втором порядок, справа, без замечаний, правильно. Слева без замечаний отправить. Какие критерии психологи там используют, я не знаю. Это как бы вопросы не ко мне. Но существует, в принципе, такой вариант, когда, допустим, машинист там или помощник чувствует взаимную какую-то неприязнь, ну и даже не обязательно взаимную, конечно, какую-то непонятную неприязнь к своему коллеге, да, причем не обязательно даже для этого с ним съездить и поработать, посмотреть, узнать, что это за человек, возможно, где-то в депо пересекались или знакомы каким-то образом. Он может прийти к психологу, поставить красный крестик, как мы говорим, то есть у них в таблицах там просто красные кресты такие стоят, что этого человека вызывать нельзя именно с этим человеком, то есть вместе их вызвать нельзя в поездку. Ну а по-простому обычно каждые 3 месяца вот мы динамический контроль проходим, и психолог дает список коллег, то есть машинисту список помощников, помощнику список машинистов, ты его просматриваешь, и в принципе обычно многие для себя уже сразу определяют каких-то коллег своих, с кем они при любом раскладе работать не хотят. Есть и у меня такие люди. Причины разные, почему я с ними работать не хочу. Кто-то, по-русски, как сказать-то без мата, лентяй. Есть такие. Попадал я тут с одним товарищем по осени. Тоже как бы я с ним просто никогда раньше до этого не ездил. Так, знакомый в депо. Здорово, здорово, там, ладно. Попал с ним на тепловоз, мы поехали. Причем нас вызывали на хозработу, должны были по Петрозаводску чисто там какие-то маневровые передвижения какой-то путейской техники делать. А случился сход электровоза в депо Свирь, и нужно было восстановительный поезд, там бегом лететь там как сумасшедший в Свирь. Причем это там контролируется на самом верху, ну, практически на уровне дирекции, на уровне Санкт-Петербурга. Как быстро ты все это сделаешь, там нормативы существуют, не дай бог задержишься, потом всем шкуру спустят, как говорится, с тебя. А помогало этот, не буду говорить, естественно, кто, чтобы не обижать. Что-то ходил туда-сюда, я ему говорю, да давай быстрее уже. Сейчас, никуда не торопится такой, знаешь. Начнем с того, что я его на тепловозе почти через час только после явки увидел. Я уже сам пришел на тепловоз, все померил, одну секцию запустил, чтобы мне же воздух на кран проверять, и все, чтобы компрессор работал. Уже сижу, кран проверяю, тут сам все делаю. Он только нарисовался, час уже прошел. Вяжа Васильевна, маршрутный проход по первому пути вам готов, на выход на светофор раскрыт, с остановкой по станции, напротив поста СЦ, высадка локомотивной бригады. 52/2 до Юрченко, бригады стояшка. Вяжа Васильевна вызывает бригаду, высаживает там какой-то грузовой, видимо. И слава богу, что мы сразу не под восстановительный поезд выезжали, а вот нас должны были именно использовать в другом виде движения, скажем так, да, для других работ. И как раз он пришел, там что-то вторую секцию пока ходил, запускал, а тут как раз бегом, типа, ребята, давайте летите с этим восстановительным поездом. Вот это 1504. Зеленый проходной. Проходной зеленый. Предвходной. А вот за нами, кстати, отправляют грузовой, который стоял 3504, какой-то вывозной номер. Складывает. Слева по составу без замечания, ручку крана во втором, справа замечание. 4,6, тормозной, 8,0. 8,0. Во втором 4,6.
Так, первый Сельга. Подачный Свисток, да. Ну и потом мы ехали на тепловозе, мягко говоря, не в очень хорошем техническом состоянии, по крайней мере, с виду. Слава богу, техника не подвела, но я летел на пределе скорости, на пределе возможности, на максимальной мощности. И восстановительный поезд тоже, это не пушинка, там краны, там куча вагонов каких-то. Да, Машка, причем Машка была комовская, где секции, грубо говоря, работают по отдельности. То есть я по факту вез на одной секции свою секцию и плюс еще этот восстановительный поезд. То есть я просто 14 позиций Петрозаводска поставил и так улетели как сумасшедшие. То есть в этой ситуации за тепловозом нужен глаз да глаз. А этот помогало что-то, ничего не надо, сидеть там что-то залипает в окно. В общем, в результате я пошел, поставил, когда в следующий раз психолога был, я поставил, что я больше с ним работать не хочу. Вот одна из причин. Но вот случались такие у меня периоды в работе, ну, как скорее даже случаи в работе такие случались, что были и люди, с которыми я вот реально по психологическим качествам не совпадал. Это объяснить сложнее. Вроде как мы даже работали с этим человеком сначала, и потом в какой-то момент я чувствую, что он меня вообще напрягает. Причем я не, ну, наверное, догадался, да, по кому-то я говорю. Ну да, догадался. Не ты один напрягаешь. Да, и вот какой-то вот он такой человек, что очень многие машинисты так с ним попадали. Начинают работать, все нормально, и потом в какой-то момент просто уже отказываются. Я причем жестко не отказывался, я просто попросил своего инструктора, что я говорю, будет новое раскрепление, все, я больше с ним работать не могу, блин, поставь мне кого-нибудь другого. Да. Но в какой-то момент с одной поездки я приехал, и как-то у нас такой конфликт произошел, что я просто наотрез отказался. Причем я в тот момент как раз работал еще с поездами 5-6 на Питер гоняли на тепловозе ТЭП-70 БС, ТЭП-70 на разной технике. 55-56 первый. Да. Сегодня я планирую видео на деревянке снять, но посмотрим, как у меня камера GitHub сработает. После отпуска, видимо, она еще не очень хорошо. Вот и электровоз до сих пор стоит обычная раньше. Только что принимают, видимо. Деревянка. Сегодня с утра проезжали. Смотри, они со слесарями, с баллонами какими-то что-то там. Ну, значит, что-то какая-то неисправность, да. С утра проезжали, этот электровоз уже здесь стоял с опущенными токоприемниками. Что хотел сказать, хочу снять видео до деревянки, если получится. По времени-то, в принципе, нормально получается. Ну, главное, чтобы камера GitHub не подвела. Я вот сейчас смотрю, там уже одно деление осталось на батарейке. Посмотрим вообще. Но в крайнем случае GitHub сядет, на этом просто и закончим. Закончена посадка, можно закрываться. Так, пьяная сельга, 55-56, да? Пора, поехали. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка 368 километр. Дверь закрыта, контроль имеется. Контроль имеется, давление 7046, зеленый набили. Стоянка минута, поехали. Так, ручка во втором. Да, слева порядок. без замечания отправились. Справа, без замечаний отправились. Вот этот грузовой прибывает, дежурная его вызывала для высадки бригады. Бригаду сюда привез на смену, видимо. Возможно, и этот электровоз принимать будут, который стоял на третьем. 845-й Ермачок. Почему я сейчас объявлял сам, а не этим самым нашим автоведением о том, что двери закрываются? Потому что у нас сейчас будет не графиковая остановка. Зенит локомотива 4406 на продолжение к Дашевцу. Одной зеленой. Зеленый со второго хода. Шевастильга, принимаем вас на 5-й боковой путь на остановку. Выходной сигнал Ч5 запрещающий удаление поезда неспешно. Сзади Замечание, просто где рука подвешена. Понятно, без замечания по подвешенному. Ждем.
Сзади нас какой-то резерв чешет. Кто-то нарисовался. Впереди у нас не графиковая остановка. Если бы я включил информатор, он бы сказал, что следующая остановка деревянка. Ну, вроде мелочь. Я как бы стараюсь. На электричке я уже много раз говорил, работать скучно. И зачастую от этой скуки начинаешь каким-то таким мелким деталям придавать значение. Не знаю, правильно или это нет. Но почему-то вот по жизни я заметил, что многие люди так делают. Так, проходной зеленый. 68-5, а предупреждения у нас по перегону нет. Скорость исполнена. Надо чуть побыстрее ехать, чтобы на деревянку прибыть в расписание. Тут же 66 еще заложен, так что нормально тут времени. Ну так-то да, согласен. Просто тут еще вот такой есть момент, маловероятный, конечно, но бывает, что где-нибудь там встанешь на перегоне не графиковая остановка, а они начинают что-нибудь выгружать, загружать. Сейчас-то маловероятно, что на 68-5 это около КТСМ, там, скорее всего, механик-наладчик просто будет садиться, который приборы настраивал, проверял их работу, возможно. У него подтягивает. Ну да, есть немножко затягивает. На то она и осень. Один из моих подписчиков, Александр, тебе привет, если будешь смотреть, устроился помощником весной работать на электропоезда в Ростовской области, в депо каменоломни. Как он говорит, именно канал его сподвиг на этот шаг. И вот он работает, в принципе, на тех же самых машинах, то есть CD9M у них есть. 167-я вроде, вот он на днях мне писал. Сняли заказ, да. Вроде как 167-я машина у него там была, вот он работал недавно. Плюс у них есть ED9E, это уже следующее поколение электропоездов Демиховского завода, уже более современные. Ну и, естественно, самые последние машины это EP3D, тоже у них есть. Одной зеленый. Так что наш канал просветительную деятельность тоже ведет. Пользу приносит. Однозначно. Ну да. А если бы работал в открытом режиме, так я думаю, таких людей было бы даже десятки, а то и сотни. Потому что канал, когда работал в открытом режиме, многие ребята говорили, что типа я на него был подписан, а сейчас решил связать свою жизнь с работой на РЖД. Так, 68-5, едем по 66-му, через 2 километра. Внимание! КТЦ. Через 2 километра. Здесь 2 КТСМ, так называемых. Комплекс технических средств многофункциональный, расшифровывается. Ну, много я об этом раз рассказывал. Если мало ли кто-то не в теме, вот эти напольные устройства, которые вот сейчас мы будем проезжать, контролируют состояние подвижного состава, вот они перед нами сейчас. Нагрев букс, нижний габарит, все. Это вот КТСМ получается четный по этому пути, и чуть дальше будет КТСМ по соседнему пути, нечетный КТСМ. Вот скорее всего он там, именно около того нечетного будет садиться этот наладчик. Дает. Где на проходной? Тормоза мягкие, как я уже говорил, этого поезда тормозить надо заранее, чтобы не пролететь мимо. У нас сейчас еще, оказывается, я вот даже не знал,
в связи с ситуацией с коронавирусом даже немножко порядок работы именно с рабочими поездами изменился. Теперь двери открываются только в первом вагоне исключительно. Раньше мы в первых двух открывали. Теперь только в первом. Он рад нас видеть. Хочет домой, видимо. И он рад, что мы остановились. 368 километр. Для тех, кто вдруг решил здесь выйти, мало ли, всякие бывают чудеса. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Деревянка. 7.0 давление 4.6. Зеленый. Стоянка минута. Втором, да, порядок справа без замечаний. Автоведение, естественно, эти неграфиковые установки объявить никак не может. У нее как бы зашита программа туда, что следующая остановка Спяжевая Деревянка. Она так и объявит Деревянка. Все. И здесь, естественно, будешь останавливаться, она ничего не скажет, потому что вот она показывает сейчас 4,5 километра до Деревянки, до остановки осталось. Так, Деревянка, смотрим. 4 минуты, то бишь по-нашему 9 получается. Плюс 5 едем. 9.11. 9.11. Поезда 8552, следующая станция Деревянка 5. 8652 на пробежание. Что просыпали муку, что ли? Деревянка дежурная по станции Тамышкин. Здравствуйте. Маршрут пропуска по третьему. Боковому пути вам готов? Готовы выходить. Сигналы открытия на второй путь перегона. Графиковая остановка. Понятно, Деревянка. Занимает третий боковой, который выходит сигнал открытия. Графиковая стоянка и дальше. Любит Деревянка на третий у нас. Понятно, на третий. Третий у нас 40, да? Да, 40. По боковым-то нет у нас там ничего по Деревянке. А, там был четвертый, по-моему. Погляди вперед, я посмотрю сейчас сам. Так, Ладова, Хренадова, Деревянка. Пятый. По пятому Деревянка. А, и шестой. Пятый, шестой. Пятый, шестой, да. По третьему ничего Традиционный нет. желтый мигающий. Так, желтый мигающий, неграфиковых все больше нету. По Петрозаводску следующее ограничение будет 25. Так, рано на втором давление 8.0, качал 4.6. Справа без замечаний. Слева без замечаний, рано на втором 4.6. Вы от меня будете уезжать? Документов. Желтый на блоке, проследование желтого не более 60. Желтый не более 60, входной, да. Третий будет 40. Третий будет 40 поедем. Притормозим динамикой. Динамика, конечно, вот это очень удобная тормоз на электричке. Тихонечко, так мягенько, плавненько, раз-раз. Входной 2 желтых. Входной вижу 2 желтых, не мигает. А ты сказал на проход, да? Да, да. Ну там с карликовый входной, поэтому не мигает. Так, 70 дает ограничение. Насколько я понимаю, оно не зависит, карликовый, не карликовый. Это где как схему запилили просто. Ну слушай, я не помню, кто-то мне рассказывал, что именно так. И я замечал, что объективно так и совпадает всегда. Если карликовый, никогда мигать не будет. А чтобы был выходной мачтовый и не мигал, я, честно говоря, такого не видел ни разу. А, знаешь где? По Петрозаводску, пассажирской такая фигня. Водителям впереди желтый. Ну да. Если по четвертому тебя пропускает, вроде все открыто, а входной мигать не будет. Ну да, это, видимо, как схема завязана, станция. Белый, 40 поедем. Белый на блоке, 40 едем декодированный участок, стрелки в маршруте, предел видимости. Следуем. Третий путь забил. Третий неправильный, 6. Стрелки наши вижу. Так, желтый щит это у нас на пятый. Это на пятый. Мы на третий едем, нам не входит. Внимание, переезд. Чего? Какой период? А, на выходе. Я же думал, вот это что ли забили. Тут не так давно, кстати, построили вот такой переход Деревянки. Наверное, на моих видео еще не было его видно ни разу. 40 дает. 40 едем.
Ну, более 40, да. Зеленый, 40. Зеленый на блоке, 40 скорость. Ну ничего, камера, кстати, справилась, зря грешил на нее. Деревянка. Боялся, что сеет батарейка. Остановка 379 километр. Ну, единственное, что на этом, я думаю, в любом случае заканчиваем. В принципе, продолжительность видео более-менее нормальная получилась. Я уже видел железнодорожников, да? Ну да, Деревянка большой поселок, здесь народу садится всегда много по любому складе. Людям ехать надо. Собака жирная еще старая поедет, нет? Она не в железке, слушай. Не положено. Ладно, друзья, давайте всем всего самого доброго. Кресло вот неудобное. Все, пока. Друзья, обязательно проверьте, что вы подписаны на канал нашего проекта. Наши видео выходят одновременно на всех видеоплощадках. Если вы настоящий фанат нашего проекта, добро пожаловать на наш Boosty. На Boosty вы можете нас поддержать, а мы в благодарность откроем вам наши видео раньше остальных. Подписчики самого высшего уровня смогут смотреть любое наше видео, включая самые новые, которые снимаются прямо сейчас. А теперь вы увидите, на чем мы поедем в следующем видео. Ну что, друзья, всем привет. Стрелки малыш. Наши стрелки. Мы с вами отправляемся со станции, которая называется Онежский. Как это ни странно, вроде станция, да, называется Онежский. Я так понимаю, видимо, когда-то это, наверное, был разъезд Онежский, что мне подсказывают. Стрелка наша. Так, засекаем. Семерка. Выехали на прямой путь, и с этого места нам нужно хвостом проехать не более 40. Наши стрелки. Зеленый. Зеленый, перед хвостом выходим. Получается, до Далековки у нас скорость не более 70 км. Семерка, это значит до пятерки едем, да, увеличение километров идет, значит до пятерки. Да, 800 метров у нас длина поезда, если мы на 7-м пикете, значит на 5-м у нас хвост будет выходить. Предупреждения у нас нет до Онежской, до Галиковки. скорость не более 70 км. Скорость не более 70, проба тормозов. 96-й, 8-й. 390